Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя, и сегодня мы свяжем вот такую вот прямоугольную корзинку. Вязать я буду из полиэфирного шнура. У меня вот такой вот шнур карамель. Ссылочку на магазин я оставлю в описании. Ширина нити здесь 5 миллиметров, длина 75 метров. На такую корзинку у меня ушел ровно один моточек. Вязать я буду крючком номером 5. Начнем вязание с набора воздушных петель. Кончик полиэфирного шнура нужно будет подпалить, чтобы он не распускался. И начнем провязывать воздушные петли. Делаем вот такую вот петельку и провязываем. Кончик я не затягиваю. Вот эту петлю я тоже считаю. Поэтому всего нам нужно будет набрать 10 воздушных петель и одну петлю подъема. То есть у нас есть уже одна, вторая. И далее набираем. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая. И одну петлю для подъема. Теперь можно пересчитать по вот этим вот косичкам. Считаем с самой первой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и одна петля на подъем. Теперь мы переворачиваем вязание, и вот здесь вот у нас находятся вот такие вот перемычки. Мы будем вязать именно за них. Вводим крючок не в первую, а во вторую перемычку. И провязываем столбик. Следующее точно так же провязываем столбик. И так за перемычки провязываем до конца ряда. Довязали до конца. Вот у нас последняя наша петелька. Сюда провязываем столбик. Провязали столбик. Теперь вот этот кончик нам нужно будет спрятать. Заводим крючок вот здесь вот сверху и вот здесь под столбик. Захватываем наш кончик и протягиваем. Мы его протянули вверх сюда в вязание, и здесь будем его укладывать и провязывать вместе. Теперь далее мы делаем петлю подъема, переворачиваем наше вязание и находим здесь самое первое отверстие. Вот оно. Будем вот здесь вот провязывать, где у нас находятся вот эти косички, под них. Вводим крючок в самое первое отверстие и провязываем столбик. Немного подтягиваем, чтобы наше вязание было плотным. Находим следующее и точно так же провязываем столбик. Вот у нас остались последние две петельки. Вводим вот сюда вот крючок, провязываем столбик, и у нас осталась самая крайняя последняя петля. Вот она. В нее мы провязываем наш последний столбик. Провязали. Всего у нас в ряду будет по 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков. Также продолжаем дальше. Делаем петлю подъема, переворачиваем вязание и снова точно так же, начиная с первого отверстия, провязываем столбики. В каждом ряду у нас будет по 9 столбиков. Не забывайте пересчитывать.
Не забывайте в конце ряда провязывать вот эту последнюю петельку. Вот она. И пересчитывайте. Можно пересчитать по вот этим вот косичкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значит, все правильно. Вот такими поворотными рядами мы вяжем 22 ряда. Получается, мы с вами уже провязали 1, 2, 3. Еще осталось провязать 19 рядов. Далее вяжем самостоятельно. Делаем петлю подъема, переворачиваем вязание и в каждое отверстие провязываем по столбику. Вот такой вот прямоугольник у нас получился. Теперь далее мы будем обвязывать края. Находим вот здесь вот отверстие. Туда вводим крючок, и в это отверстие мы провязываем 2 столбика. 1 и 2. Далее будем также провязывать столбиками без накида. Ищем отверстие вот здесь вот. Как бы у нас находятся вот такие вот перемычки вот здесь. И крючок вводим вот сюда. И провязываем столбик. Далее находим следующее отверстие. Вот оно. Вводим крючок. С этой стороны он выходит точно так же, вот где вот эти вот перемычки идут. И провязываем сюда столбик. Далее снова в следующую. И здесь точно так же. И так провязываем вдоль всего ряда. Вводим крючок вот здесь, вот в этих местах. И провязываем до конца. В конце ряда у нас идет вот точно такой же ряд с перемычками. Сюда же в это отверстие вот провязываем 1 столбик. И теперь с этой стороны у нас идут вот такие вот косички. Самую крайнюю косичку мы провязываем 2 столбика. Вот сюда вот вводим крючок и провязываем 2 столбика. Провязали 2 столбика. Теперь провязываем за вот эти вот косички до конца ряда столбиками. Вот у нас осталась здесь последняя самая косичка. В нее мы также провязываем 2 столбика. Провязали 2 столбика и далее точно так же, как и с этой стороны, мы провязываем вот в эти отверстия по столбику. И так далее довязываем до конца. И там снова на уголочке мы сделаем с вами прибавки. Довязали до конца. Здесь точно так же на углу, вот где эта косичка, здесь мы в самую крайнюю косичку провязываем 2 столбика. Провязываем 1 и 2. Провязали 2 столбика и далее уже за вот эти косички довязываем до конца столбиками без накида. Теперь мы сделаем соединение, вытягиваем нить и заводим крючок под вот эту косичку крайнюю.
Захватываем нашу петлю и вытягиваем. Теперь петельку вытягиваем как можно больше. И через нее мы проденем наш вот этот прямоугольник. Вот так вот мы вытянули, продеваем. Вот наша петля. Теперь берем рабочую нить и затягиваем. Вот таким образом мы сделаем соединение. Затянули. И теперь на этом этапе нам нужно будет отпарить наш прямоугольник паром, придать форму и дать просохнуть. Можно даже положить под какой-нибудь пресс, то есть какую-нибудь книгу, допустим, положить, чтобы она распрямилась и была ровной. Теперь мы переходим к стеночкам корзинки. Находим вот здесь вот у нас, где мы закончили наше вязание. И крючок мы будем вводить под крайние вот эти стеночки и перемычку. Они идут вдоль всего нашего донышка. Вот она, крайняя петелька, перемычка. Вводим вот здесь крючок под перемычку и захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю и провязываем столбик. Вот таким образом мы провязали столбик с вами. Теперь ищем следующую нашу петельку крайнюю и перемычку. Также провязали столбик. И так далее. Мы будем вязать вдоль всего нашего донышка. Под крайнюю петелечку, под перемычку. И провязываем столбики без накида до конца ряда. Провязали последний столбик, и теперь мы будем делать соединение. Вытягиваем нить, заводим крючок под косичку вот эту, вот он, первый наш столбик, и захватываем петельку, протягиваем. Теперь крючок вводим вот сюда, в центр галочки, и нашу петлю на крючок. Теперь затягиваем. Вот таким образом затянули. Вот так у нас должно получиться. И теперь захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю. Петлю вытянули и провязываем. Делаем столбик. Вот так мы сделали соединение и перешли уже на второй ряд. Теперь во втором ряду будем вязать столбиками без накида в раскол наших галочек. На углу я покажу вам другое соединение, чтобы у вас угол был ровным. Делаем следующую галочку, вводим крючок в центр, захватываем рабочую нить, протягиваем и провязываем 2 петельки вместе. Теперь у нас на углу находятся вот такие 2 галочки, которые будут формировать наш угол. Мы вводим крючок в первую. Обязательно крючок с другой стороны должен выйти именно по центру. То есть он должен выходить между вот такими вот галочками. Вытягиваем петлю и не провязываем. Вводим крючок в следующую галочку. Вытягиваем нить. Таким образом у нас получилось 3 петли на крючке. Первую мы отпускаем и провязываем 2. 2 провязали, захватываем вот эту петельку и теперь ее провязываем.
С помощью такого соединения у вас угол будет более ровный и будет держать форму. Далее провязываем точно так же. В каждую галочку вводим крючок и провязываем столбик. Довязываем так до угла. Я еще раз покажу, как сделать на углу соединение. Довязали до угла. Я снова покажу, как мы провязываем угол. Находим на углу наши 2 галочки. Вводим крючок в первую. Вытягиваем нить и не провязываем. Вводим во вторую. Вытягиваем петлю. Отпускаем первую и 2 петли на крючке мы провязываем. Провязали. Захватываем следующую петельку и точно так же провязываем. Так мы провязываем уголок. Далее провязываем точно так же в раскол столбиками без накида. Провязываем так до конца ряда. Довязали второй ряд. Теперь мы делаем соединение, вытягиваем петельку, заводим крючок под косичку, вытягиваем и крючок заводим в раскол галочки. Петельку одеваем на крючок и затягиваем. Вытягиваем рабочую нить. И провязываем столбик. Итак, мы перешли теперь на 3-й ряд. 3-й ряд вяжется точно так же. В раскол галочки провязываем столбики без накида. Дошли вот до уголочка. На уголочке делаем точно так же, как в предыдущих рядах. Вытягиваем, не провязываем. Во вторую галочку вытянули петлю. Теперь крючок убираем, провязываем 2 петли. И вторую вот эту провязываем вместе. И далее точно так же в раскол. Она должна выходить вот здесь вот в центре, не забывайте. И провязываем столбиками 3-й ряд. Провязала я 5 рядов. Теперь в следующий ряд мы будем вязать удлиненные столбики. Делаем с вами соединение. Вытягиваем нашу петельку, заводим крючок под косичку и вытягиваем петлю на обратную сторону. Теперь мы крючок вводим не в центр галочки, а опускаемся на ряд ниже и вкладываем крючок вот сюда. Нашу петлю надеваем на крючок и затягиваем. Вот так у вас получится с этой стороны. Теперь берем рабочую нить и ее протягиваем. Протянули и провязываем. Вот так у нас получился удлиненный столбик. И следующие мы будем вязать точно так же. Вкладываем крючок на ряд ниже, вот сюда. И вытягиваем. Провязываем. Снова на ряд ниже. Вытянули. Провязали. Таким образом у нас будут идти удлиненные столбики. Далее вяжем точно так же. На углу мы провязываем точно так же, как в предыдущих рядах. Вкладываем крючок, вытягиваем петельку, не провязываем. Следующую точно так же вытягиваем и не провязываем. Отпускаем первую петлю, провязываем 2 петельки на крючке, захватываем петельку,
И ее тоже провязываем. И далее вяжем точно так же, вкладываем крючок на ряд ниже и провязываем удлиненные столбики. Довязали ряд, теперь делаем соединение и будем делать обвязку края. Петельку вытянули, крючок заводим вот сюда, и эту петлю мы выводим вперед. Теперь будем обвязывать край корзины соединительными столбиками. Заводим крючок под следующую косичку, вытягиваем петлю и провязываем следующую. Снова провязываем. Такими соединительными столбиками мы провязываем всю нашу корзинку. И у нас получается по краю вот такая вот косичка. Довязываем до конца, там уже сделаем соединение, завершим наше вязание. Довязала я до конца, ниточку уже обрезала. Сейчас мы сделаем с вами соединение. Вытягиваем нашу нить и крючок заводим вот под первую нашу эту косичку. Наш кончик протягиваем и должны мы завести вот сюда. С обратной стороны вводим крючок, он должен выйти вот здесь в центре. И протягиваем. И у нас получается точно такая же ровная косичка. Теперь кончик мы должны с вами вот здесь вот спрятать. Прячем кончик вот здесь вот. И обязательно нужно будет подпалить кончик нашей пряжи, чтобы она не распускалась. Теперь мне осталось только пришить вот такую вот бирочку. Я ее пришью сюда. И самое важное, это нужно будет корзинку обязательно пропарить. Можно даже положить вот так вот ХБ ткань и прогладить, особенно вот эти уголочки. И тогда она, когда просушится, будет хорошо держать форму. А сейчас она вот такая вот волнистая, неровная. Сейчас я пропарю ее и покажу, как она будет выглядеть. Вот такая вот ровная корзиночка у нас получилась после отпаривания. Ровные стеночки, донышко. Корзинка у нас получилась размером 23 сантиметра на 9 и высоту 6 сантиметров. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал.